Добро пожаловать в новый влог Nine Pandas. Это второй влог, второй игровой день, и прямо сейчас нас ждет вторая серия. Всего в этом выпуске мы покажем вам целых 2 игровых дня и целых 4 игровые серии. Чем они закончатся, мы пока не знаем, но нам не терпится посмотреть. Поехали! Нахуя, Владос? Потому что могу. Понял. Меня вдвоем гасите. Понятно все. С Азурой мы играем. Сомус — великий игрок. Чиглис — великий игрок. С великими игроками сегодня играем. Штурм Спиритом, Алхимиком, Баратрумом. Невероятная команда. Я лучше команды не видел. Нет. С Азурой, они же только собрались. С Бэкбон вчера ничего сыграли, плюс кого-то выиграли там вчера. Победа одной из команд. 2-0. Желательно, чтобы это была наша команда. Будем стараться выиграть, показывать хорошую игру. Также подготовились вчера по драфтам против Азурей. Конечно. Сегодня мы играем не с гладиатором. Это уже праздник. Съемочка, да, небольшая? Да? Происходит. Табличный архив. Судя по тому, что мы дошли, а там начались драфты, они все пофиксили по сравнению с вчерашним днем, и сейчас задержка либо минимальная, либо ее нет вообще. Ну вот этот вот герой, вот он Дайинг зеленый, это точно для Лехи. По Энигме вряд ли на нее сядет играть Влад, поэтому она, скорее всего, тройка. Куда они забег делали? Враги. Stun was thrown out by Kiyotaka. We'll move back in onto Tianming. Ramsey's trying to back them up as Sprout should drop as well as Nine Pandas. Look it off, they've got the Storm trapped up. This is quickly, but it's a little bit off the mark. And Ramses now has joined in. So he gets a 2-man black hole. They found Somnus. Somnus is gone. So is FY. And now to game 1. They really show up today so far. That they do. I mean, again. Мега мост. Меня, кстати, невозможно перекликать будет. Я каждый раз забираю. Лех, ты правильно жмешь? Я не кликал в нее даже, не дошел, заблочил меня чел. Но ты шаришь, да, как забирать руну? Не. Как? ПКМ, С, ПКМ, С, ПКМ. А это не я вас научил, да? Так это все нет. Я научил, когда на балалке перекликать чего. Окей. Реально, ПКМ, С, да? Я запомнил. Я попробую. Rotobatos now out on Kiyotaka into the shackle and Somnus just deleted. Finding out the hard way. He'll take a watch. Right now, if we find more. Ребята, педали в пол. Уйдет. More than happy with the trade, but Kiyotaka's just TPing. There, Ancient so committed, but now the lasso catching. Тяжело нам. Футрайдером играть, ни разу не играли. So they don't care as the lasso now catching out another. And each Игра легкая, но мы так много игр по Эллу проигрывали. Типа компы там крашили, еще какая-то хуйня была. Поэтому шансы, знаешь, у Элла есть всегда. Azura, they've caught. Rally well in day 2, Mike, for the first series of the day. Че, парни, на обед вместе или какой план? Нахуй надо. В падлу ходить? Там есть, короче, ресик какой-то, Dava Food. Dava Steak Seafood. Так, ну ладно, мы сейчас пойдем на рецепт. Легкие. По драфтам выиграли. Драфты были идеальные. Хорошо распикал Ромыч. В принципе, легко вышло. Первую игру мы удивили, думаю, Энигмой, плюс Фуриона распик. Во второй игре немного наш драфт подскопировали, но распикнули ПЛа, из-за чего нам стало легко по мидгейме, потому что они считают, если миди проигрывают, то легко очень становится играть. Ну и задавили, просто затемпили чаров. Не без ошибок, конечно, но в принципе было легко. Да, все как обычно. Играли удобно. Победили. Повезло. Не уверенная игра была? Да, вообще не уверен. Повезло, как обычно. Да, они хуйню пикали просто, вот победили. Глеб у нас заказал себе милкшейк, он очень его любит. Глеб! Милкшейк будет? Это у нас сальмон с пюре, но пюре чисто номинально. Да. Аллергиков у нас особых нет, просто некоторые люди не любят лук, некоторые не любят сахар. Матвей очень сильно следит за своим питанием, скажем так. У него минимум 3, максимум 5 приемов пищи за день бывает. Завтрак он не пропускает никогда. Некоторые пользуются витаминами. У нас тренер не ест свинину и бекон, но если никто не видит, то можно.
что легкая первая игра была. Очень простые 2 игры были. Подготовились, победили. Все играли хорошо. Глеб там солил на ВРке. На Шторме тяжелую игру. Немного тяжело играл. Молодцы и парни, что. Ну, врагов не хватало банов. Они не хотели играть против Андайнга. Они взяли у нас Андайнга себе. Потом мы ответили на Андайнга. Инчо морфом. Они хотели взять какого-то героя на флекс. Взяли Фариона. Потом, видя морфа, думают, что не Фариона поставит морфа, и линия будет хорошая. Ну и дальше они взяли Шторма, потому что не хотели показывать, ну, куда идет Фарион. Просто взяли Шторма, чтобы флекс Фариона оставить, но по итогу они его даже не зафлексили и взяли ПЛ, которым типа можно в лейте выиграть, но не дожили до него, мы все файты выиграли. Ну, соперник сейчас простой достаточно, очень слабая команда, но они вот выиграли вчера 3 карты, и кажется, что что-то могут, но я честно не думаю, что они способны у нас выиграть карту. Потом, когда 0-2 проебем, там вопросы зададите. Ну они же из пешак играют, вот есть покупает пайп и просто бегает с ними, они втроем играют. Это их вообще дефолт стратегия. Хардкора добирают, которые отсосут линию, потом камбэк. Байбеки, у всех есть байбеки. У всех есть байбеки, надо убивать героя без байбека. Без байбека нельзя умирать. Эмбер, блядский, живи, сыночек. Давай хроносферу, ай-яй-яй. Но вон потом 2 игры банили во второй стадии Бруду, Энигму и Волка. Потом поменяли вместо Визжа, вместо Волка Визжа. You can fix the camera now. You already did? Yeah. Oh, Kiyotaka out of mana. But there's the duel from Miro. Song of the Siren comes in. They forward cannot run away. And Terry's even jumping on the high. And Terry's was considering going for the black hole play. They do manage to take down Miro, but Yamson in response. Играем против антимага, наги, сирены. Все в шоке, не понимаем, что делать. Лейт врага сильнее, все кэри. Конечно, побеждаем. А в лейте-то они сильнее. У них и Лина, и антимаг, и Тэтчес, и нага сирена. Пиздец. Smoke gets broken. They know that's the real Ramses. He's actually gonna get nuked instantly. They... Nice! 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 Nice. With a big fat upset, but yeah, I was also like looking at that Ramses moment. Nice. Ну что, у нас очень непростая игра получилась с Наунс. Мы вели. Аккуратно и деликатно вроде как закинули одну драку, когда поднимались на хайграунд. С кем не бывает, со мной бывает, со всеми бывает, все кивают. Но потом, видимо, мы слишком сильно перетянули игру против Наги, антимага, и легким движением руки они просто перерезали всех возле байбека и сломали трон. Так что, мне кажется, такие поражения самые обидные. Лучше, наверное, иной раз в одну калитку проиграть, чем вот так вот потеть и увидеть, как падает твой трон. Ну ничего, будет 2-я карта, чтобы отыграться. Well, I don't know anything about Dota, so I'm probably He's the psychologist, so I guess it's I'm me. the mental health coach. Yeah. That question's for Mike. For me, yeah. Про первую игру, мама дорогая, каждый раз мы играем, мы не можем просто выиграть, если мы вообще где-то 10k down. Извиняюсь на английский. We have to be losing in order to win, which is like, I don't know, maybe it's a good thing. Everyone's going to be afraid when they're winning against us. But we had, I would say, a rough start to the day. I was a little afraid, but you know, it feels really good to turn it back. Each game has been like that. Each game we kind of have to come out of it. Yeah. Hasn't been smooth sailing at all today. But I guess I'm happy where we are. We're fine. We're right where we need to be. Yeah, we're fine. 9 Pandas, I would say probably from like a technical, like the players individually, very high skilled. It's just, I would say your team is like a sine wave. It's sinusoide. That's the word I would describe. If things are going good, things are going very good. If things are not, then like, yeah, goes down. So when you guys were crushing for a while, you know, I was very afraid. But the first fight we won, I saw like a glimmer of hope. I was like, okay, maybe we went over the sine wave, and now we can turn it around. So, yeah. This would be a huge counter kill, and he finally does manage to secure it going in for Antares, but there's a Doom TPing in from behind who has Doom at the ready. Does he even need it is the question. Yeah, he does use it. There is no Fire Remnant available either, but he's still gonna drop it regardless. It was a second Sunbird dive, so a minute on that Aegis, so nothing to lose.
Kill gets secured. Doom gets thrown out onto Yamson. No Sunder possible. Morphsis and a Sunder pass. But he's still surrounded by an ult and he targets in the process. By the way, we already got past the 3-2-2 scoreline. Analytical work to be done. Or was it just they got out? Nice. Все равно неплохо. Хорош. Хорош. У нас 22 тысячи на 21. Ну, на он чуть сильнее. Ты что, это Берлин-мажор пик у нас? Вместо зомби у нас чен, блядь. У него 100% рейд. Пик этого? Ну да. Стабильно. Не, ну вместо зомби чен. Ну, по этим играм Фазоры мы хорошо подготовились по драфту. После вчерашнего дня сделали много выводов. Ну, хорошо драфтанули первую, вторую игру. Плюс-минус они по скиллу как будто послабее немного нас чувствовалось в игре. Просто фармили. Вот мы их обыграли и все. Первую мы закинули просто, то есть драфт был нормальный, и во второй игре овердрафтнули их и снесли. Ну, закинули просто, не дожали кнопки. Вот. Да, закинули. А так бы у нас был Дарксид, чего бы вообще файтиться не могли бы левый игрок. Я на паке играю, у меня просто герой 0 дэмэджа наносит. Причем это еще вот каждую игру я на паке так играю. Мы 3 игры подряд я на паке проигрываюсь, когда 100. Но паки на прошлом Дримлиге рейд был в районе 12%. Герой дэмэдж я носит. Ты если не сноуболишь игру, все, в воде 0 дэмэджа. Погнали в даву похаваем. Этот шаттл вообще не нравится. Можно его отменять? А, типа, чтобы на драме быть? Я думал, тебя невозможно сломать на штурме. Я даже чела опасался. Тумор. И это третий игровой день. Тучи сгущаются над нашими головами не только буквально, но и фигурально. Около отеля стоит спорая, и мы не уверены, для кого она. Сакса не сможет сыграть за тундру по медицинским обстоятельствам. И нас эти проблемы не обошли стороной, потому что Рамзес, кажется, простудился. Yes, I will bring it. Господи, боже мой, как же с ними сложно договориться, это просто пиздец. Короче, что вам рассказать? Нельзя заплатить через минуту, надо обязательно прийти, принести. Даже то, что мы каждый день здесь появляемся, их не идет. И сегодня просто очень какое-то ебаное утро, просто невозможно. Что? А где консервиш? Ты прикалываешься, Глеб? Это история с клаб-сэндвичем. Чел заказывает в 2 ночи в рум-сервисе клаб-сэндвич. Говорит, оплати, у меня карты нет. Я говорю, хорошо, оплачу. Через 40 минут приносит клаб-сэндвич. Мы начинаем стучаться, звонить на телефон, он не открывает. В 8 утра он пишет сообщение, сорян, уснул. Сейчас приходим в практис, он говорит, а где клаб-сэндвич? На часах 11 часов, время утреннее, несем тот самый кокос. Съездил в другой отель за аптечкой. Одна игра, и ты въебал. И он был с таким творцем, из-за него бы были Тибер, Мор, блядь, и Инчантус. Судя по левому драфту, это 5-й пик визаж. Блядь, его сразу начали контрить. Ребят, хау. 5 минут осталось. Братик, да мы проебали. Смешно. Спасибо. Кого-то создан показали. Это же больно просто. Бля, паховая зона, она запущенная. ИГ соперник. Очень сильная команда, хоть они 1-7 идут, но они хорошо играют очень. Поэтому, может быть, у них пару дней не удалось, а сегодня будут стараться. Ну, хороший драфт, у нас дефолтный, но у врагов тоже хороший драфт. У них Monkey King дизраптор, могут, так сказать, хорошо топ-линию простоять враги. В общем-то, все зависит сильно от топа. И от бота, и от мидов в целом. 50 на 50, можно сказать. Но у нас наши сигны, поэтому все должно быть просто. Для врагов или для нас. And they're diving top. Charges in another blast. They've got another blood grenade to throw out at him. Ramsey's still alive. Whisper's trying to chase him down. Will get him, but almost. Cause BKB's done. He got Static Storm, has got the 8. He's trying to find his supports. He'll get Panda. As this time, now they look over towards Whisper. The split comes to an end. So's Ramsey's. Matthew gone. No, they tried something and it most definitely did not work.
Я играю на ёбнутой хуйне. Я бы играл на ВРке, блядь, на Свене, блядь. Легионка Doom в новой категории у тебя. Он меня в паблике выиграл. А люди, которые у меня в паблике побеждают, это легендарные люди. То есть я легендарный игрок на буткемпе. Давно было. Ну, недели полторы назад. Причем соло. Это не считается. Лех, вот я покупал нулики на скемаге, я проебал каждую игру. И сейчас опять мета на скемаге без нуликов играть. Так нулики это же говнище. Не, ну, там на линии иногда может быть полезно. Не знаю, каждый раз, когда брал нулики, жалел на скаймаге. Ну, вообще да, в последнее время да. Ну, они зря продолжают драться, они же вышли. Блять, Котлан, ну почему выжил? Ну одну хп, ёбаный рот. He's gonna back up a Mira as well though. This is caught by the arcane curse of the last word. The Illuminate permanently on towards Mira because jumps in with the ball lightning. They've taken out the two of them and Picard's is here ready for the cleanup. Kiyotaka's gone the ones. As the Aegis out, and of course he's got this MKB. Ramses, he has to keep his distance. Shackle shot, they got anything to they've taken down Picard. They got a great egg. Amazing turn to stand his ground, but Mira, he's backing on top of him. They kill him off. He's got buyback, has to use it straight away. No matter. No rampage, but a win, it will be there. И на сайленсе рынок дэмэджа заштормил супер низкий инфорс. И типа, ну, конечно, должны были это проебать, но это было тяжело проебать, потому что у них нет дэмэджа на 3 героев. ЕГЭ уже все вылетает, да? Не 1-9. А ситуация какая? Сперва head-to-head смотрит матч? В случае равного положения... Сперва head-to-head, наверное, смотрит. Смотри, если борьба за выход, то ты играешь в переигровке 100%. Если борьба между нижней и верхней, ты играешь в переигровке 100%. Если там внутри верхнее распределение мест, уже смотрят head-to-head, разницу карт и прочую. То есть в любом случае тайбрейк, если что-то решать, тайбрейкер. То есть, типа, если прям это решить, да. По поводу первой игры против ЕГЭ была простая достаточно. Они как команда не особо в форме на этом турнире. Вот, а во второй игре они сделали хороший драфт. Я считаю, что я ошибся с билдом. У нас была немного другая концепция, где Нича берет ауры, а я беру корбилд. Вот. Ну, учитывая то, что мы их выиграли на линии очень сильно. Но можно было и так играть. Мы там просто закинули немного файтов в миде. Они камбэкнули весь нетворс, пофидели соло. Потом собрались и хорошо дрались с ними. И выиграли. Не, ничего вообще не ощущается. Играет так же хорошо, ну, как всегда. Первая игра прошла под нашим контролем. Мы задоминировали сначала, ну и быстро закончили после 3 победных линий. Вторая игра, казалось, что мы овердрапнули их, ну и так и шло на сайдах. И в миде сделал соло-килл. И казалось, что мы сейчас закончим так же быстро и уверенно. Но в итоге мы немного подошиблись, плюс противники нашли моменты для камбэка. И игра усложнилась очень сильно. И там уже в ОИТ становилось сложно против драфта противников играть. Но мы нашли какие-то пути, там какие-то соло-киллы поделали, плюс в файтах хорошо к нам прижали. И получилось закончить эту игру до конца. Красиво, но не так красиво, как наша встреча против ЕГЭ. Впрочем, она осталась в прошлом, а сейчас нас ждет не менее интересные противостояния против Бэтбум. Наверное, с Бэтбум мы сыграем уже в 1547 раз за этот сезон. Я не знаю, как так получается, но на каждом турнире, на каждом мейджоре и даже на каждой дрим-лиге мы оказываемся с ними в одной группе. С одной стороны, это хорошо, потому что мы уже изучили друг друга, матчи очень интересные. С другой стороны, ну типа ребят сколько можно. То они подходят к матчу в лучшей форме, то мы, то у нас спад, то наоборот у них. Что будет сейчас, не знаю. Интрига, наверное, максимальная за весь этот сезон. Но Бэтбум сейчас однозначно в зоне, учитывая их результат на последней дримлиге. В целом, я думаю, будет интересно. У нас всегда с вами игры довольно плотные. Практически не бывает такого, что там 2-0 без шансов, только чуть-чуть по сторону. Ну и в целом там играет Глеб и Рома, я с ним хорошо общаюсь. Да и Матвей тоже. В одной команде все были. Просто на исполнение, скорее всего, будет игра, исходя из драфта. То есть на скилле карты. Will not get it. The drums trying to keep him alive, not quite good enough for part of this fight, but unfortunately, yeah, but is he doing enough to get a kill anywhere? See you later. All right, at least they got Toronto Tokyo, but the cores. Let's go straight for Kiyotaka when he spots him. Not good enough though. They do manage to get the AoE Doom out onto a couple heroes. Doesn't stick on Ramsey. Sticks on. Where's the damage?
stun from the blast off on Solo. Although they dive him right next. Running low on time. Get the blink off Ramses. Ramses tried to kill the creep in time. Didn't make it. He throws the mana void out before he dies. That's a dieback for him. Мы запарно очень плохо свапались. Они втроем оказывались раньше. У нас же изначально линии сильнее вполне. Мы даже могли не свапаться. Игра была непростая, хотя может показаться наоборот, но было сложно. Приходилось много хаотичных решений принимать. Враг свапал линии. Мы с этого момента тоже уже у нас не все пошло по плану. Ну, вроде отстояли лайнинг, дальше уже там игра была плюс-минус под нашим контролем, потом дали плохую драку в боте. Из-за этого игра уже очень сильно затянулась. И там даже в какой-то момент соперник имел какие-то шансы, потому что это все-таки у них драфт был на 50-й минуте, неважно, сколько ты ведешь. Их драфт, в принципе, мог бы выиграть, если бы они там дальше карту играли. Ну, или бы мы ошиблись в драках каких-то по фокусу. Где-то там на байбеках всегда можно ошибиться. Пиздец происходит просто. Tarius is also going to die here and back to the bit out because he knows he... Interesting immunization from Save. Boy, that was a lot. They were fully backline. They found Solo in the corner. Using the kid, and they pop it. They got him on the point. Stop. Was he really out of range? Ramses, he's gonna have a walk. Да, 5-5. LGD догнали. А, у вас... 5-5. Вот и завершился третий игровой день. Мы закончили его со счетом 2-2. Ну, не так удачно, как вчерашний, но все равно это тоже неплохо. С другой стороны, сейчас наше положение в таблице на 4-м месте, наш общий счет 5-5 по картам, и это, конечно, немножко сохраняет интригу по поводу того, выходим ли мы в плей-офф, выходим ли мы в верхнюю сетку или нижнюю сетку, и что вообще будет происходить в последующие дни. Но пока ребята готовятся к матчам, у нас тоже есть для вас небольшая работенка, а именно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте смотреть другие наши рубрики, и самое главное, помните, каждый комментарий продвигает это видео в выдаче, даже негативный.